Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. Нам сейчас задают очень много вопросов по поводу нынешней вспышки гриппа. Что делать и как лечиться? Дорогие друзья, во-первых, не паниковать. Это не первый грипп на нашей с вами памяти, он неприятный, но ничего сверхособенного в нем нет. Поэтому проводим обычные противогриппозные мероприятия. Начну с банальностей, потому что некоторые из болеющих людей что-то из этих банальностей иногда упускают. Итак, первое. Помните, что нередко болезнь бывает следствием эмоционального, нервного или физического переутомления либо истощения. Я об этом рассказал в книге «Психосоматика. Самые опасные эмоции». То есть в такой ситуации болезнь – это необходимость организма взять несколько дней передышки, своего рода перезагрузка, реализации потребностей в отдыхе. Условно говоря, дайте мне от всего или ото всех отдохнуть. Поэтому отдыхаем дома, не ходим на работу и даже не пытаемся делать домашние дела. Несколько дней только отдых в постели. Иначе можно получить осложнения. Второе, и это очевидное, питьевой режим. Обильное питье. То есть во время лечения не забывайте пить побольше жидкости, лучше теплой и желательно без сахара. Не забывайте проветривать помещение. Это способствует снижению концентрации вируса в воздухе и как результат способствует вашему более быстрому выздоровлению. Только, конечно, во время проветривания постарайтесь как-то избегать сквозняков, чтобы вам дополнительно не застудиться. Про витамин С. Многие считают, что во время болезни нужно пить витамин С в каких-то мегадозах. Но этого делать вовсе не обязательно, нужно просто пить витамин в разумных дозах, скажем 50-100 мг 2-3 раза в сутки, и этого будет достаточно. Следующее. Делаем специальные упражнения для легких. Во время борьбы с гриппом очень важно, чтобы легкие не застаивались. Именно поэтому, если у человека нет противопоказаний, то мы рекомендуем делать наши недыхательные упражнения для легких. Ссылка на эти упражнения дана в описании к ролику. Про антибиотики. Это очень важно. Дорогие друзья, напоминаю, что антибиотики именно против вирусов не действуют. Поэтому при гриппе, как и при других вирусных заболеваниях, не нужно сразу бросаться принимать антибиотики. При гриппе и других острых респираторно-вирусных заболеваниях антибиотики назначают только в том случае и только тогда, когда мы уверены, что присоединилась сопутствующая бактериальная инфекция, то есть начались бактериальные осложнения. Обычно такое бывает не раньше, чем на 3-4, а чаще только на 6-7 день от начала болезни. Какие могут быть признаки того, что, возможно, присоединилась бактериальная инфекция и что, возможно, пора пить антибиотики? Первое – это неожиданное нарастание температуры. Скажем, несколько дней у вас держалась одна температура повышенная, и даже, возможно, она уже начала снижаться, и вдруг она начала на какой-то день нарастать. Вот это, возможно, признак того, что присоединилась бак-инфекция. Следующее – усиление кашля и появление хрипов легких. А еще появление специфичного насморка, зеленоватого и зловонного. Еще может быть осложнение со стороны почек. И, например, появление тянущих и очень неприятных болей в верхней части поясницы. Вот в этих случаях нужно уточнять диагноз, надо уточнять, нет ли присоединения бактериальной инфекции. В такой ситуации, скорее всего, вместе с врачом придется подбирать антибиотики. Но вернемся непосредственно к гриппу и к его лечению. Природа подарила нам массу лекарственных растений, которые при лечении гриппа могут быть очень полезны, которые могут значительно ускорить выздоровление. Например, из растений с определенным противовирусным и противомикробным действием можно использовать калину или череду. Начну с калины. Калина обыкновенная, она же калина красная. Для лечения используются ягоды калины, они же плоды калины. Из них делаются настой или отвар. Или же можно купить в аптеке готовый экстракт калины. Дорогие друзья, чтобы не перегружать это видео, подробные рецепты, как правильно приготовлять и использовать настои или отвары из лекарственных растений, которые мы будем упоминать в этом видео, даны в моих статьях. И ссылка на эти статьи в описании к сегодняшнему ролику. При желании вы их сможете прочитать. Или просто используйте упомянутые лекарственные растения строго по инструкции на упаковке. Но продолжу рассказ о плодах калины. Плюсы плодов калины: они помогают пропотеть, помогают немного снизить температуру и снимают такой неприятный симптом, как ломота в теле.
и прибавляют сил, что важно, учитывая, что при гриппе часто присутствует такой симптом, как слабость. Минусов у плодов калины очень мало. Единственным минусом, пожалуй, можно считать только противопоказания, то есть это индивидуальная непереносимость, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки и обострение панкреатита. Череда. С лечебными целями применяется трава череды. Она может продаваться в разных вариантах, как измельченные, так и в фильтр-пакетиках. Покупать, собственно, можно в любом из этих вариантов. Из травы череды делают настой. Плюсы настоев из травы череды. Они обладают противомикробным, патогонным и умеренным противоаллергическим действием. Минусы. Их практически нет. Лишь очень редко бывает аллергия на саму череду. Но, повторюсь, это бывает очень редко. Но нужно знать, что череду нельзя использовать беременным женщинам, женщинам, кормящим грудью и, согласно инструкции, детям до 12 лет. Но это не точно, потому что раньше череду вполне давали детям, начиная с 6-7-летнего возраста. Что полезно знать, прием череды вполне можно сочетать с параллельным приемом плодов калины. Но вообще, о чем хотел бы, дорогие друзья, предупредить. Не надо параллельно использовать сразу много разных лекарственных растений, иначе можно получить либо аллергическую реакцию, либо какой-то неожиданный побочный эффект. В данном случае при гриппе по ситуации выбирайте 2-3 лекарственных растения из тех, о которых мы будем рассказывать в сегодняшней программе, но не больше. И начинайте подключать их по одному, а не все сразу. То есть начинайте сначала с какого-то одного лекарственного растения, чтобы посмотреть реакцию вашего организма на него. Потом через несколько часов можно добавить другое, и только потом третье. Но продолжим. Теперь поговорим о повышенной температуре. Температура до 38,5 таблетками, то есть химией, лучше не сбивать. Но если уж совсем прижало, и, например, если за температуры ломит все тело или сильно болит голова, тогда можно попробовать принять препараты на основе ибупрофена. В аптеках их выбор огромен, на любой кошелек, и детали уточняйте у провизора из аптеки. Если почему-то не подходит препараты на основе ибупрофена, то можно использовать аспирин. Но, конечно, нужно понимать, что эти препараты можно использовать только в том случае, если у вас нет противопоказаний к их приему и нет побочных эффектов при их применении. Но вообще этим таблеткам при повышенной температуре есть хорошая альтернатива, опять же в виде лекарственных растений. Например, можно использовать цветки липы или плоды либо листья малины. Например, настой из цветков липы обладает патагонным и умеренным противовоспалительным действием. Настой или отвар из цветков липы издавна применяли в тех случаях, когда нужно быстро сбить температуру без лекарств. Но нужно иметь в виду, что настой или отвар из цветков липы при гриппе не надо принимать слишком долго. То есть мы их принимаем при повышенной температуре до ее нормализации, а потом сразу отменяем. Да, и сразу уточню, что настой из цветков липы хорошо сочетается как с калиной, так и с чередой. Минусов и противопоказаний цветков липы очень мало. В первую очередь это поленоз и аллергия на сами цветки липы. Можно ли использовать настой или отвар из цветков липы беременным и кормящим? Да, можно, но, как пишется в инструкции, если согласовать это дело с врачом. Детям настой или отвар из цветков липы тоже назначают, но, конечно, в том случае, если у ребенка нет аллергии на них. Малина. Ягоды или листья малины. Вообще-то о целебном действии малины в последнее время как-то немножко подзабыли. Тем не менее, мы с вами должны помнить, что плоды малины и листья малины обладают вполне хорошим противовоспалительным, патагонным и жаропонижающим действием. Напитки с малиной хорошо сочетаются и с калиной, и с чередой. И что важно, у малины очень мало минусов и противопоказаний. Противопоказание, пожалуй, только одно – это аллергия на саму малину. Ну и в отношении беременных и кормящих, опять же, говорится точно так же. Можно использовать в том случае, если это одобрит ваш доктор. Теперь о кашле. Какие лекарственные растения использовать при кашле в этом случае? Лекарственное растение очень эффективное, которое мне очень нравится. Это исландский мох. По-другому он называется цетрария исландская. Для лечения используются слоевища исландского мха или они же слоевища цетрарии, из которых делают настой или отвар. Исландский мох в большинстве случаев помогает достаточно быстро справиться с кашлем, даже сильным и затяжным, и даже в тех случаях, когда не помогли многие другие препараты. Причем это касается как кашля, возникшего на фоне гриппа или ОРЗ, так и кашля, появившегося на фоне
бронхиты или пневмонии. Кроме того, исландский мох обладает общеукрепляющим действием и помогает быстрее восстановиться после перенесенных заболеваний. И тут меня многие зрители наверняка спросят, а где его покупать? Покупать его нужно в аптеках или можно заказать по интернету, но желательно заказывать все-таки в аптечной упаковке. Минусов у исландского мха немного, но все-таки они есть. Иногда, очень редко, он может понижать давление, и это нужно знать. А еще он нередко повышает аппетит. Противопоказания – это аллергия на сам исландский мох, и кроме того, его нежелательно использовать беременным и кормящим грудью женщинам. Еще одно лекарственное растение, которое хорошо помогает бороться с кашлем, это девисил. Для лечения используют корни или корневища девисила. Из них делают настой или отвар. Минусы девисила – иногда при его приеме возникают побочные эффекты, например, кожный зуд. Нередко в первые дни приема могут также появиться изжога или боли в животе, но обратите внимание, что в данном случае при приеме девисила через несколько дней эти неприятные симптомы неожиданно исчезают сами по себе, даже если не прекратить прием этого препарата. Противопоказания к приему девисила – это обострение заболеваний почек, именно обострение, беременность, кормление грудью, нельзя его принимать детям до 12 лет и, конечно, нельзя использовать девисил в том случае, если у вас на него есть аллергия. Ну и в завершении расскажу о лекарственном растении, которое у многих на слуху и которое тоже хорошо помогает бороться с кашлем. Растение это называется мать и мачеха. Она тоже весьма эффективна. И в данном случае для лечения кашля при гриппе делают отвар или настой из листьев мати мачехи. Противопоказаний у нее очень мало. Это, конечно, в первую очередь беременность, кормление грудью. И да, ее нежелательно использовать детям до 12 лет. И, конечно, нельзя использовать препарат с мати мачехой в том случае, если у вас есть аллергия на это лекарственное растение. Как видите, дорогие друзья, выбор лекарственных растений, которые могут облегчить состояние при гриппе и которые могут ускорить выздоровление, достаточно велик. Только еще раз напомню, не нужно принимать одновременно сразу несколько разных лекарственных растений. Выбираете по ситуации максимум 2-3 из тех лекарственных растений, о которых мы рассказали в этом видео, и потихонечку подключаете их по одному, то есть постепенно. Дорогие друзья, и это на сегодня все. Делитесь этим видео со своими близкими и со своими знакомыми, со всеми, для кого это на сегодняшний день может быть актуально. И по традиции в завершении скажу, обязательно обратите внимание на ссылки в описании к видео. Там очень много полезной информации по сегодняшней теме. И, пожалуйста, напишите в комментариях, как лично вы справляетесь с гриппом и его последствиями. Я думаю, это будет интересно многим нашим зрителям. А мы желаем вам всего доброго. Будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.